Приветствую, дорогие автолюбители! Сегодня получили вот такую вот видеоинструкцию от китайцев, как менять и выбирать темы. Оказывается, в магнитолах Jansun версии V3, V3 Pro и даже в версиях таких как на 2 гига. И это вот, кстати, показана версия самая дешевая. Такая тоже есть модификация, возможно, вы встречали такие магнитолы. Мы их не продаем принципиально, нам не нравится размер дисплея и сам вид такой магнитолы, поэтому мы их не продаем, хотя они немного дешевле, чем идут стандартные магнитолы. Что это за опция? Это можно менять различные темы, то есть ставить себе тему на экран, такую, которую хочешь. Оказывается, их можно покупать. Их можно покупать и менять. Как это делается, вот показывает китаец. Нужно сначала взять QR-код какой-то, потом нужно обновить, и оно появляется. Но на самом деле не все так просто. И дальше в конце этого видео, вторая половина видео будет состоять из того, что мы будем пытаться сделать на магнитоле. И расскажу полностью, что нужно делать для того, чтобы вы могли спокойно поставить тему и выбирать. Но, возможно, некоторые из вас уже пробовали в этих версиях. И там есть такая функция активировать. На самом деле это не работает так, как нужно не активировать данную опцию. Код активации. Многие спрашивают, где взять этот код активации. Все гораздо проще. На самом деле. 这相当于就是一个操作视频嘛，然后就传在网上，它也可以去推广啊什么的，这样就是人家会去推的。Говорите, какую я хочу. И она у вас появится в вашем магнитоле удаленным способом. Просто нужно скооперироваться со своим продавцом. Вот сейчас китаец полностью показывает нам. Ну, как всегда, у нас главные специалисты, обратите внимание, девушки. И вот сразу появилось 6 тем. Любые темы, которые вы хотите. Из 6 тем можно выбрать. Но на самом деле значительно больше. Позволяет выбирать, в принципе, безгранично. Вы можете ставить любую тему, заменяя стандартную на эту. Вот сейчас предложен интерфейс нового типа. Вот такой. Итак, мы с вами посмотрели инструкцию от китайцев, как делать обновление прошивки на этой версии. Давайте попробуем это сделать уже сами. Что для этого нам понадобится? Ну, заходим в темы. Нужно удерживать вот это. Появляется QR-код. Получается, его нужно отсканировать и подтвердить. Понадобится еще интернет. Ну, давайте попробуем. Итак, смотрите, дорогие друзья и автолюбители, если у вас есть два таких QR-кода, то вы можете установить новую прошивку. Это мы уже уточнили. Следующий шаг, который мы делаем, понятно, что нужно подключить интернет. Не забудьте об этом. Интернет должен быть подключен обязательно. Дальше заходим сюда и нужно апгрейд. Сделать апгрейд от обновления. Обновляем. Настройки. Установится обнова. Открываем обнову. Но здесь пока ничего нет. Здесь просто магазин тем. Платных, кстати, тем. Дальше возвращаемся назад. Заходим в темы. Новая. Нужно установить тему. Так, нет, не так. Как же? Пробуем еще раз. Нет. Так. Очистить данные об этой прошивке. Ага, и удаленная тема сразу обновляется. То есть очищаем данные старой прошивки.
Загружается, опять же, это все интернет. Сейчас посмотрим, получилось ли у нас новое. Не хочет. Просто это не та. Так, а как же они ее делали? Пробовать еще раз. Удерживаем. Не хочет пока, смотрите. Видимо, не все так просто. Так, ну понятно, это основная тема. Скачивается тема импорт. То, что было. Почему же не получается? Не хочет работать. Ну что же, пойду смотреть дальше видео. Итак, как объяснила нам менеджер, она сказала, что нужно действительно отправлять им для активации этого кода. То есть тот код, который показывал сначала, нужно отправлять. Но если вдруг вы этого не сделали, вот заходите в темы. Сейчас заново вернемся. Вот горячий. Нажимаем вот это. Нет, не это. Нажимаем вниз после обновления. Удерживаем колесико. Появляется вот этот QR-код. Дальше нужно зайти, опять же, как они объяснили, сюда, очистить данные и определить. Активируется удаленно через интернет. Сейчас увидим. Вот качается. Активацию делает сама фабрика. И good. Посмотрите, какая крутая тема появилась у нас. Все заработало. Нажмем, что за тема у нас есть. Ага, вот такая. Ну вот. Так, в принципе, каждый. То есть, в принципе, можно купить эти темы с помощью удаленного доступа у менеджера. Как видите, вы можете обратиться к вашему менеджеру и попросить продать эти темы. Стоит это недорого, активация не требуется, можно выбирать разные. Вот так это происходит. Единственный еще нюанс, который сразу же по ходу расскажу, чего не стоит делать, это обновлять программное обеспечение, систему магнитол серии T3 и V3 через интернет. То есть здесь у вас есть такая опция в планшете, и здесь есть у нас System Update. Вот это, пожалуйста, не делайте. Почему? Потому что здесь так и написано. Не делайте этого. Это должны делать профессионалы, потому что эти прошивки не всегда являются такими уж, скажем, идеальными. И многие вещи добавляются у них по ходу.
у вас может отвалиться Bluetooth, либо Wi-Fi, либо еще какая-то штука, связанная с драйверами. Поэтому обновление по воздуху в магнитолах этих еще не очень реализовано. Ну что же, получается, разобрались мы с этим всем. Оказывается, это платно. Вы можете скачивать этот пользовательский интерфейс, либо активировать, купив его. Каждая из них стоит определенные деньги, приблизительно $2. Можно выбрать. Но для этого нужно обращаться к продавцу. Если покупаете у нас, к примеру, обращаетесь к нам. Если покупаете у другого кого-то, тоже обращаетесь к нему. Он удаленно активирует вам выбранную тему, за которую нужно будет заплатить. Так что вот такие вот нововведения есть в данных магнитолах. Надеюсь, видео будет полезным. До новых встреч. И не забывайте подписываться и писать в комментариях ваши вопросы. Я их обязательно читаю и отвечаю по возможности. Старайтесь писать полную информацию. Например, какой автомобиль, год выпуска, присутствует ли у вас усилитель. Это позволяет более точно отвечать на те или иные вопросы. До новых встреч.